вы рассказали мне о войне, о том, как содрогалась земля и пылали небеса, о тех, кто выжил, о тех, кто проснулся в другом мире, в котором сильные охотятся на слабых. Но так не должно быть. Роберт Родригес вместе с Джеймсом Кэмероном выпустили адаптацию манги «Алита. Боевой ангел», которая заканчивается открытым финалом. Всем привет, вы на канале Киноохота. Не забывай подписываться и ставить лайк под видео. Поскольку «Алита. Боевой ангел» представляет собой техническое достижение с точки зрения компьютерной графики и трехмерной анимации, аналогичное «Аватару» Кэмерона, сиквелы на которые он ссылается в качестве причины отказа от режиссуры, очевидно ожидается, что это будет новая крупная франшиза. Сейчас все находится в подвешенном состоянии, но тем не менее, вот все, что я знаю в настоящее время о продолжении. «Алита. Боевой ангел» оставляет открытую дверь для продолжения. Фильм рассказывает о том, как Алита открыла для себя свое прошлое в роли берсеркера, наладила отношения с отцом Идо, приобрела навыки игры в моторбол. Повсюду в качестве фонового присутствия находится Нова, раскрытый в последние моменты. Преступник в Залеме, который в конце концов дал Алите мотивацию отправиться наверх. И Алита клянется найти путь в Залем, чтобы убить злодея. Фильм заканчивается тем, что она начинает этот квест и становится чемпионом по моторболу, зарабатывая себе пропуск вверх. Фильм очень близок к аниме Battle Angel 1993 года, в котором были адаптированы первые два тома манги. Обе адаптации заканчиваются смертью Хьюга. Основными различиями с точки зрения истории является всеобъемлющее присутствие Новы. Он не представлен в манге и более раннее присутствие моторбола. Эти изменения, а также близость картины к первоисточнику означают, что мы можем догадаться, какой будет история Алиты 2. В манге после смерти Хьюга Алита действительно становится звездой моторбола, продолжая работать воином-охотником. Она становится втянутой в заговор, начатый Новой. Поэтому она должна убить Сапана, чтобы воскресить недавно убитого Ида. Она была приговорена к смертной казни после завершения дела, только для того, чтобы быть завербованной группой спецназа Залема, в манге, носящей название Тифар, которая дала ей новое тело и поставила перед ней множество миссий с конечной целью убить Нову. Некоторые изменения этих событий можно ожидать в дальнейшем. Очень мало в фильме противоречит этим моментам. И на данный момент все зависит от двух вещей. Первое — это, конечно же, кассовые сборы. Прошлогодняя адаптация «Призрак в доспехах» не смогла окупиться в прокате при бюджете в $100 миллионов. В то же время «Алита» стоит вдвое дороже. Если картина сумеет собрать к концу проката порядка 400 миллионов, то студия, вероятно, решится на сиквел. Даже если «Алита 2» получит зеленый свет, пройдет еще много времени, прежде чем фильм выйдет в прокат. Оригинал имеет 20-летнее развитие, и даже после того, как в режиссерское кресло сел Роберт Родригес, потребовалось 2,5 года до того, как фильм добрался до большого экрана. Во многом это является следствием задержек перед началом производства и технологических особенностей, которые в дальнейшем не должны стать проблемой. Но даже тогда для завершения фильма потребуется 2-3 года. И все это означает, что сиквел, скорее всего, выйдет к 2022 году. Напишите обязательно в комментарии, что вы думаете о второй части этого фильма. И, конечно же, напишите, понравилась ли вам первая часть. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. А главное, не забудьте нажать волшебный колокольчик, чтобы получать все уведомления от моего канала. Всем пока!